Нельзя пропустить этого момента. Он больше не повторится. Я тоже рада. Они очень довольны. Они нравятся, им, они вообще в шоке от этого вида, от того, что тут рядом есть горы с, со снегом, да, ледники, почву они посмотрели. Ну, вот смотрите, какой чернозем, да, здесь у нас прям. Они очень в шоке, они говорят, да, здесь, наверное, получится премиальный чеснок. И вообще у нас логика такая, что тут тоже, так же, как и для клубничной отрасли, роль питомников там очень высокая. Да? То есть питомники определяют успех всей индустрии. Прошлая наша серия была посвящена агропарку на Иссык-Куле, а в этой серии мы вам расскажем, кто с нами отправился в то путешествие. Это были наши партнеры из Китая, которые собираются на территории агропарков наших в том числе выращивать чеснок. И вот их специалисты приехали, чтобы посмотреть и непосредственно принять участие уже в первой высадке, первой тестовой партии чеснока. Наша задача сейчас, одна из главных задач, это подобрать, либо создать такую технику, которая поможет чеснок сажать не вручную, а механически, и потом собирать урожай тоже механически. Пока все это у нас здесь, в Кыргызстане, делается вручную. Серьезно? То есть никто вообще не занимается этим механическим способом? Ну, кто-то привозил, но качество посадки было плохое. То есть, чеснок, зубчики чеснока важно сажать правильно, то есть низ корневой частью, как бы, да, и верхушкой, ну, там очень важно правильно вертикально ее посадить. А те, которые, ту технику, которую, оказывается, наши привозили, она сажала условно там 50 на 50, да, то есть половина правильно высаживалась, половина вверх ногами. А когда вверх ногами, это уже плохо для чеснока. А где хотите чеснок засеивать? Сейчас едем в трактор попашет. Как раз готовит, да, землю? Будет клубника с чесночным ароматом. Или чеснок с клубничным. О, это будет интересный вкус. Всего на 3 гектарах, это будет тоже наш пилотный проект с крупнейшей американской компанией Harmony Group, как бы, да, у которых есть 7 заводов в Китае, и это самые главные импортеры чеснока в Америке. И мы здесь попробуем заложить. Первые отработают, тоже это тестовый вариант. Если все будет хорошо, то от американской компании уже в следующем году будут гораздо больше инвестиций в нашу страну. И дай бог мы начнем поставки чеснока из Кыргызстана в Штаты. Beginning, I don't understand why it's so deep of the garlic cloud. The seed. Here is so deep. Yes, here is so deep. More than what we are doing in China. Они в Китае, оказывается, больше почти на поверхности высаживают. А тут глубже, но за счет того, что холодно, вот этот более толстый слой почвы, он оберегает от холодных температур, от заморозков. Ну и плюс здесь же снег. Снег еще ложится, и он еще больше утепляет. Ну, чеснок — это тоже часть агропарка, можно сказать, да? Потому что после 2 лет выращивания клубники мы будем заменять чесноком. Потом после чеснока я планирую дальше изучить брокколи. То есть у нас будет севооборот, включающий в себя
клубника, чеснок, брокколи. Там еще будет между ними фацелия, как сидират. Вот. Поэтому... Очень сложные умные слова, я не понимаю. Фацелия как оксидират. Надо загуглить. Загуглите. На самом деле, совершенно случайная встреча с ними сначала была, потом в Бишкеке с их представителями, да, потом дальше я когда был в Лос-Анджелесе, тоже совершенно случайно мне написали, и оказалось, я говорю, я здесь, он говорит, о, давай приезжай, я к ним приехал, да, и в штаб-квартире мы там пообщались. Дальше как бы познакомились глубже, оказалось, это Harmony Group, это крупнейшая компания в мире, не по объемам, а по обороту, потому что они эксклюзивные импортеры, самые крупные импортеры чеснока в Китай. Ну, за счет того, что американский рынок, он такой платежеспособный, поэтому они могут туда в более дорогом виде это все продавать, в переработанном виде и так далее. Поэтому как бы они себя презентовали, а вот в этой поездке половина поездки была связана с питомником для клубники, и вторая половина была связана с чесноком. Посмотрели, какая техника у них используется на полях. Все, что тут у нас делается вручную, там делается техникой. Посадка семян, уборка урожая делается техникой. Технология выращивания сильно отличается, но за счет этого как раз-таки 82% глобального производства контролирует Китай. 21 миллион тонн чеснока. Вот. Но у них есть сейчас свои сложности из-за пошлин Трампа. Есть риски, поэтому они в поисках диверсификации, как бы они сейчас изучают наш регион. Ну, то есть, смотри, они теперь через агропарки хотят заходить к нам сюда? Или каким образом будет их налаживаться здесь присутствие-то? Ну, агропарки — это то, что я как бы продвигаю. Они сейчас как бы консультируются со мной именно по модели развития. То есть я им вот это видение буду выстраивать по развитию чесночной отрасли. Я вижу большие перспективы даже в тех районах, где традиционно у нас не выращивают чеснок, да? Но потому что объемы потенциального закупа у них огромные. Все производство, которое есть сейчас в Кыргызстане, не покроет того, что они могут купить. Да? То есть и то, что они на нас вот эту квоту дадут, это малая часть их общего объема. Да? Поэтому сейчас они уже условно там готовы в 1,5 раза больше купить, чем все производство в Кыргызстане чеснока, даже включая внутреннее производство. Если бы чеснок не был бы связан с клубникой как хорошая культура для севооборота, я бы этим не занимался. Да? То есть, например, конфликтуют с клубникой томат и картофель. То есть, в принципе, эти культуры я никак не заинтересовался бы, да, в развитии, потому что они конфликтуют. А чеснок, брокколи — это то, что для нас подходит, поэтому будем работать над развитием этих отраслей, но в первую очередь для развития, в том числе, нашего ягодной отрасли. Да? Вот. Но это в целом вот эта концепция развития регионов через создание сети агропарков, где есть землевладельцы, есть инвесторы, есть фермеры местные. Они в связке работают, лучшие в мире технологии привозим, самые большие экспортные рынки мы открываем, и они у себя, живя в селе, зарабатывают больше денег, чем в Бишкеке.
Это они собрали урожай, обработали и накрывают. Потому что наш резко континентальный климат может неприятные сюрпризы, да? Принести. Такое ощущение издалека, что они по морю ходят, а это волны. А маточный материал мы тоже завозим, да, уже точно в 26 году? Сейчас вот прорабатывается нами вопрос как бы создания условий для открытия питомника. В этом году, наверное, это будет такой тестовый вариант. То есть это 25-26 год, да, можно сказать. Это будет тестовый вариант. И если все будет нормально, если себя хорошо будет показывать, то, надеюсь, в 2027 году полномасштабный питомник будет заложен. И мы получим там первые отечественные саженцы, да? Ну, как бы американская селекция, но в кыргызских питомниках. И это сделает сразу, я очень надеюсь, что это снизит где-то в 2 раза стоимость саженцев для фермеров. То есть те же американские саженцы, но полученные, выращенные здесь, они должны стать по себестоимости и по продажной цене где-то в 2 раза дешевле.